Привет, мои хорошие! Bom dia, meus queridos! Сегодня мы готовим с вами великолепный рецепт брауни по оригинальному рецепту от Паоло Карустелла. Карустелла. Я уже про нее ранее рассказывал. Это аргентинка, которая проживает в Бразилии. И она супер-пупер повар. Мне она очень нравится, поэтому будем повторять вместе с вами ее рецепт. Поехали. Мои хорошие, продолжаем. Я наперед скажу, что описание рецепта с граммовкой будет под видео. Пока сейчас покажу, что мы делаем. Первым шагом в этом рецепте мы нагреваем духовку до 180 градусов. Я ее уже включил. Она нагревается. И одновременно приготовил ингредиенты, которые будем поочередно с вами смешивать. Что нам нужно? Нам нужна чайная ложка кофе, которая растворимая. Понадобится 50-60 грамм орехов, любых, которых хотите, 170 грамм сливочного масла без соли, сахар 200 грамм, у меня в данном случае сахарная пудра, можете взять любую сахарную пудру кристаллическую, сахарную пудру или обычный сахар. Нам понадобится 120 грамм шоколада Амарго, то есть темного шоколада, и 170 грамм, потом расскажу для чего, 120 и 170. 3 яйца, температура амбиенче, то есть комнатная температура, ванильный экстракт, у меня такой, 40 грамм какао, 60 грамм муки. Поехали готовить. Первым делом мы должны с вами растопить сливочное масло, даже немножко его начать кипятить. Пока оно у меня в таком состоянии, я готовлю свою форму, в котором буду смешивать 120 грамм шоколада. Поехала сюда. Чайная ложка растворимого кофе. Сюда же добавляем. Почему? Потому что у нас масло будет. У меня, кажется... Подождите. У меня в семье никто не пьет растворимое кофе, поэтому оно немножечко влаги набрало. Поэтому чайная ложка добавляем. И нам нужно, конечно же, растопить это все-таки масло. Самое главное, что оно не должно гореть, поэтому рекомендую его растворять в емкости с толстым дном. Пока оно у нас растворяется, готовим другую форму, потому что нам нужно смешивать еще наши другие ингредиенты. В данном случае мы будем смешивать 3 яйца с сахарной пудрой и ванилью. Пока у меня растворяется масло сливочное без соли, это я отставляю. Я уже разбил 3 яйца обычных и всыпаю сюда пудру. Облако поднял. Беру мой любимый венчик. Один из любимых, которым хорошо будет взбивать. И взбиваю. У кого есть миксер, взбивайте миксером 6 минут. Можно на средней скорости. Или 3 минуты на полной скорости. У меня миксера нет, поэтому я буду взбивать руками. Табом. Я, кстати, чуть не забыл сказать, что нам нужно вот положить сюда где-то пол чайной ложки экстракта ванили. Супер. Я взбил руками сахарную пудру с яйцом и ванилью. Отставляем это в сторону. Теперь нам нужно взять наше растопленное масло, которое... Ай, какой шейру запах. И вот этот звук. Трын-трын-трын-трын-трын. Можно выключать, оно уже таким стало. Более-менее вкусным. И заливаю сюда. Убираем. И вот моим венчиком начинаем смешивать ингредиенты. Вот такой консистенции домешал я сливочное масло, чайная ложка растворимого кофе и 120 грамм шоколада. Все, поехали. Там, где у нас были яйца и сахарная пудра смешанная, добавляем наши ингредиенты. Это какао 40 грамм и фариня, то есть пшеничная мука 60 грамм. Можно прямо вот сюда. И просеиваем. Желательно, конечно, просеивать, чтобы у нас не было, вот как какао, знаете, бывают такие
Страшные болинис. Я сейчас буду это все замешивать. И далее вам покажу. Мои дорогие, я поставил камеру, потому что мне нужно 2 руки. Я уже перемешал какао, муку к нашим яйцам с сахаром взбитым. Теперь, что мне нужно? Там, где мы смешивали шоколад с растопленным сливочным маслом и растворимым кофе, беру силиконовую лопатку и вливаю. То есть нашу массу мы должны все это с вами перемешать. Не, конечно, до последней капли у меня вряд ли это получится сделать. Ну, вроде окей. Убираем. Все. Перемешиваем полученную массу. Боже, запах шоколада просто божественный. Смотрите, вот такая консистенция получается. Если все сделать так, как написано в описании, то есть по ингредиентам, у вас все получится. Все, перемешали. Не нужно долго перемешать. Мы просто перемешиваем 2 почти одинаковые консистенции. Отлично. Теперь, помните, где у нас было 170 грамм шоколада? Добавляем сюда. Смело. И вымешиваем. Все, просто перемешали. Готово. И теперь мне нужны весы. Добавляем арахис. Любой другой орех, который вам нравится. Но у меня весы снова не хотят работать. И добавляем 50 грамм арахиса. Все, 53 грамма. От 50-60. Готово. И также перемешали. Ой, боже, запах шоколада, арахиса. Мама мия. Куда я попал? Все. Мне нужно просто было прикрыть шоколадом наши орешки. Убираем в сторону. Все. Нам больше не понадобится. Теперь берем нашу форму. Предварительно застеленную пергаментом. Обязательно чем-то застилайте так, чтобы потом вынуть наше брауни. Почему? Потому что брауни мы не можем перевернуть в дальнейшем. То есть нам нужно его вынуть. Можно, конечно, с подноса его разрезать, как вам хочется, но делаю как в рецепте Паоло Каруселло. И нашу массу вливаю в форму. Как? Не вливаю, в данном случае перемещаю, потому что она даже не жидкая. Смотрите, видите? Она даже не жидкая. Боже, просто калорийная бомба. Но здесь не на меня одного, не на 2 даже человек, и не на 1 день это все. Мои хорошие, полученную массу, которую мы влили в емкость, нам теперь нужно переместить в духовку, которая предварительно была разогрета. Перемещаем. Поставили. То есть у меня вот 180 градусов, нижняя, и я сейчас установлю таймер. И буду страдать, ждать. Боже мой, но запах шоколада, запах арахиса меня прям убивает сейчас. Убивает в хорошем смысле. А у меня слюни уже текут. Ой, миос queridos, ну, как-то так. Вот такой брауни, он чуть даже приподнялся. Неожиданно было для меня. Я не думал, что он будет подниматься, но, короче, поднялся. Вот такая у него сахарная, ну как сахарная корочка, он когда застынет, схватится, она станет более-менее твердая. Мне даже на пальце остается. Как должно быть, как на картинке, как в рецепте у Паоло Каруселло. Я рекомендую, пробуйте делать этот рецепт, мои дорогие, и пишите мне в комментариях, что у вас получилось, и делитесь своими впечатлениями, но... Cheiro, chocolate, amendoim, muito gostoso, bellissimo. Beijo, tchau, tchau.